Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Водолей. Расклад делаем на 12 месяцев 2026 года. Посмотрим, что же Водолеев ожидает в этом новом году, который уже наступил, который уже начался, собственно, да. Мы посмотрим, начиная с января месяца и заканчивая декабрем, какие карты выпадут вам на каждый месяц. Каждый месяц, соответственно, мы с вами разберем. Колода у нас сегодня Таро светлых провидцев. Надеюсь, вам такой расклад понравится. Раньше я такое делала. Не знаю, видели ли вы. Если не видели, можете посмотреть в моих плейлистах расклады на предыдущие года. Возможно, посмотреть, насколько вам подходят мои расклады по годам. Если кому видео это нравится, можете оставить комментарий, лайк, можете подписаться, если еще не подписаны, или порекомендовать это видео вашим друзьям и знакомым. Итак, давайте посмотрим, что же будет происходить у представителей знака Водолей. 2026 год. Что же он вам готовит? Этот самый 2026 год. Итак, январь месяц. Давайте я сначала выложу карты. Или нет, давайте вот так по порядку и будем. Январь месяц. Успех. Да? Какие-то поворотные для вас события, очень важные события, какие-то важные решения поворотные, которые вы принимать можете в январе месяце. Возможно, здесь даже будет какая-то ваша уверенность в успехе и в удаче, что у меня все получится, все смогу, что я на гребне волны, гребне удачи. И вам действительно удается очень многое благодаря этой вашей уверенности. И, возможно, да, каким-то удачным обстоятельствам или стечению обстоятельств, которые здесь поспособствуют вашему успеху. Давайте посмотрим, что здесь будет у вас происходить в месяце феврале. В месяце феврале карта мира. Карта мира — это карта либо каких-то поездок, путешествий, возможно, по миру, или, возможно, здесь будет что-то связанное с триумфом, с победой, с какими-то важными завершениями циклов важных или событий в вашей жизни. То есть ситуация, когда вы чувствуете, что ура, это что-то закончилось, тяжелый период закончился, сейчас начинается более легкий, хороший, успешный, возможно, период. Возможно, даже по карте мир это не как уход от чего-то плохого к чему-то хорошему, а как просто переходный этап, переходный момент или переходный месяц для вас. Возможно, просто как начало нового чего-то в вашей жизни после завершения одного из проектов, может быть, каких-то больших, глобальных, возможно, каких-то проектов, которые позволили о вас узнать всему миру. Возможно, это известность какая-то или возможность, чтобы ваши достижения стали общепризнанными, общеизвестными. Также и вы можете здесь в целом, как будто бы в этом месяце, если речь не идет о завершении чего-то, да, какого-то дела, возможно, вы здесь выходите на публику, возможно, о вас узнают люди, возможно, о вас узнают в мире, может быть, вы здесь куда-то едете и решаете какие-то вопросы на расстоянии в других странах, может быть, да, то есть какие-то дела, которые заставляют вас ехать, может быть, командировки, может быть, переезд на новую работу, может быть, смена места жительства, вы куда-то переезжаете, поэтому карта мир тоже может иметь место. В целом карта мир. Итак, давайте посмотрим дальше, что же еще у вас, собственно, может быть. Кстати, может быть, месяц январь, февраль, да, февраль. У многих еще могут быть и дни рождения, правильно я понимаю? То есть февраль, в принципе, у кого-то из вас это как завершение одного года и начало нового года жизни. Поэтому, да, возможно, карта мир здесь выпадает. Следующая карта у вас, карта уже начала весны у нас, март месяц, карта Маг. Вообще супер, потрясающе, потому что это человек с большими возможностями. Мы говорили, что здесь может быть завершение какого-то проекта или дела. Карта Маг — это новое начинание. Это новое начинание, это возможно здесь показать свою какую-то энергетику такую сильную, готовность вашу активно действовать, активно чего-то достигать, возможность здесь проявлять себя по максимуму, возможность использовать разные ресурсы, разные возможности, собственно, да, разные способы для достижения своих целей. Вы здесь можете из невозможного практически что-то сделать, да, то есть
какие-то успехи достичь именно вот благодаря этой карте Маг. То есть потрясающая карта, карта чародея, карта волшебника, карта мага. Она в целом очень и очень результативная может быть и показывает, что вы здесь готовы к каким-то важным для вас событиям и начинаниям, созданию чего-то нового, созданию какого-то нового проекта и возможностью справляться со многими делами сразу. Может быть, кто-то начинает здесь чему-то учиться новому, но опять-таки, даже если вы начинаете какое-то новое дело, даже если у вас мало опыта или вы не знаете, собственно, как разбираться с этими вопросами, с которыми вам приходится здесь сталкиваться, вам удаются все равно они, вы их решаете как раз благодаря вот этому энтузиазму и способности. Здесь маг — это человек, который управляет разными стихиями, то есть возможности и договариваться с другими людьми, и выполнять работу, и принимать решения, и делиться своими чувствами с окружающими, потому что это и кубки, и чаши, и кубки, и мечи, и жезлы, да, это все стихии и пентакли, то есть возможность решать какие-то финансовые вопросы. Карта мага, она такая всеобъемлющая. Давайте посмотрим дальше. Месяц апрель. Карта рыцаря мечей, карта воздушной стихии. Кстати, вашей стихии в целом показывает такой ваш интерес в решении каких-то важных вопросов, важных дел, когда вы полны решительности, энтузиазма, желания действовать, добиваться и достигать поставленных целей. В целом, эта карта рыцаря мечей, она показывает, что здесь события происходят как-то максимально стремительно, максимально быстро. Возможно, вы здесь быстро будете принимать решения в апреле. Возможно, вы здесь не будете сомневаться и колебаться, когда необходимо будет действовать. Также вы будете очень сильно стремиться к своим целям. Возможно, здесь вам нужно будет пройти какие-то интеллектуальные битвы, когда вам нужно будет с кем-то спорить, что-то доказывать, отстаивать свою точку зрения. Но в целом вы будете бороться за свои идеалы и будете готовы к каким-то подвигам, каким-то достижениям, стремлениям, то есть каким-то важным для вас решительным действиям, которые помогут прийти к вашей цели. Даже здесь может, знаете, если речь идет про отношения, а здесь может быть какое-то бурное начало новых отношений или необходимость бороться за свои отношения, за свою любовь. Для тех, кто одинок, возможно, здесь будет встреча с кем-то очень решительным, очень прямолинейным. Это кто-то, кто не будет очень долго сомневаться и колебаться. И здесь в целом, да, если мы говорим про одиночество, то вы можете найти такого человека. А если вы в паре, то тогда здесь могут, к сожалению, возникать какие-то конфликты или разногласия из-за резких слов и какой-то необходимости, знаете, отстоять свою позицию или отстоять свою борьбу в этих отношениях. То есть здесь нужно все-таки быть осторожным со своими словами, чтобы никого не ранить и не обидеть. Если мы говорим про работу, про карьеру, про деньги, то здесь в целом, опять-таки, амбиции — это продвижение по карьерной лестнице, это агрессивные такие бизнес-стратегии, которые вы продвигаете, а также необходимость очень быстро реагировать на все изменения, которые происходят вокруг вас. Возможно, у вас будет какая-то конкуренция, и вам нужно будет отстаивать свои права, свои идеи, свои проекты, возможно, проекты, которые вы хотите реализовать. Возможно, здесь также нужно будет очень быстро действовать в плане инвестиций, то есть принимать решения без промедления, то есть действовать очень-очень смело. Может быть, здесь также есть и риск, потому что агрессивные действия такие в финансах, они не всегда несут выигрыш. Иногда, знаете, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кому-то может повезти, если вы рискнете и сделаете что-то с напором, настойчиво, и вот здесь и сейчас. А кто-то может проиграть из-за таких вот каких-то агрессивных действий или необдуманных решений, которые будут чересчур быстрыми, смелыми, но не совсем правильными. Поэтому здесь нужно все-таки думать о последствиях всех своих импульсивных действиях. Если мы говорим о здоровье, то, возможно, здесь нужно будет какое-то быстрое медицинское вмешательство, возможно, кому-то хирургическое, не дай бог, вмешательство. То есть значений может быть очень и очень много на самом деле. Но карта сама по себе, она неплохая, потому что она про какие-то интенсивные поиски духовные, она о борьбе с догмами, она о том, что вы здесь интеллектуально очень сильны и хорошо можете отстаивать, опять-таки, свои позиции, свои права.
действовать очень логично в том, что вы, собственно, делаете, и что для вас важным является в вашей жизни, в вашей карьере, в вашей, может быть, работе или в ваших отношениях. Давайте посмотрим следующую карту. Мы так детально остановились, собственно, на этой апрельской карте, потому что здесь такие прям очень хорошие карты, а здесь такая первая, ну, скажем, такая, да, может быть, конфликтная, может быть, резкая карта, которая выпадает. Значит, март, апрель, май. Давайте посмотрим май. Май карта Иерофанта, более мягкая карта. Снова-таки, это карта старшего аркана. Это карта, которая может говорить в целом о том, что здесь будут какие-то важные для вас события, на которые вы не можете повлиять, потому что старшие арканы обычно об этом и говорят. К тому же выпали они у вас в самом начале года, то есть на январь, февраль, март. И на май также выпадает карта Иерофанта. И о чем она в целом может вам здесь говорить в мае месяце? Она может говорить вам о том, что, знаете, вы здесь можете следовать каким-то традициям, может быть, каким-то религиозным убеждениям. Возможно, вы здесь будете ну, как будто бы обращать больше внимания на то, что происходит в вашей семье, в вашем браке. Возможно, вы здесь будете проходить какое-то обучение, учиться у такого вот иерофанта, потому что это наставник. Это или духовный наставник, или наставник в любом другом вопросе, да, то есть это какой-то учитель, какой-то, может быть, поиск такого учителя, который вы здесь проходите. Может быть, кто-то поступает в учебное заведение, хоть это май месяц, странно, обычно это не период поступления, но тем не менее. Возможно, кто-то здесь углубляется в свои знания и изучает какой-то вопрос более детально. Может быть, у кого-то здесь карта брака, бракосочетания, потому что это карта, в принципе, союза такого брачного и готовности к созданию семьи. То есть это в любом случае традиция, это готовность следовать традициям, каким-то обычаям, ритуалам, которые приняты у вас в семье, у вас в обществе. И, кроме того, да, это очень духовная. То есть она говорит о религии, о возможности обручиться, о возможности здесь может быть, венчаться, да, то есть, ну, в конце концов, даже элементарно может здесь какое-то именно обращение в таком вопросе, да, может быть, к священнику. Также здесь в любом случае как желание следовать правилам, как правильно, как принято у вас. Или если вы идете на какую-то новую работу, то это работа, которая, ну, то есть это не что-то новое и необычное, то есть это не какой-нибудь фриланс, да, сегодня работаю, завтра не работаю. Это какая-то работа, которая вот давно уже существует, и вот, ну вот, да, она как бы не сегодня возникла, и вот это что-то, что уже вот, что есть уже на свете, что уже традиционно. Также здесь в целом вы стараетесь придерживаться какой-то морали, вы стараетесь здесь соблюдать ценности моральные, следовать правильным каким-то убеждениям своим, отделять очень хорошо правильное и неправильное, стараться избегать каких-то неправильных, возможно, действий. И в целом, если мы говорим про любовь, да, и про брак, то да, здесь может быть оформление отношений, здесь может быть ваше желание создать семью, когда вы принимаете такое решение. Может быть, благословляют вас родственники, возможно так. Возможно, здесь какой-то новый уровень обязательств у вас возникает, то есть обновление клятв, в конце концов, или ситуация, когда вы, ну вот были в браке, но, допустим, не венчались, да, приняли такое решение. Или, к примеру, здесь, может быть, если вы одиноки, вы можете встретить такого человека, который будет разделять с вами ваши ценности и ваши убеждения. Это кто-то, может быть, из вашего круга знакомых, да, и может говорить о том, что этот партнер, он из круга ваших единомышленников. Также, если мы говорим о работе, да, мы уже, в принципе, останавливаемся и на работе, и на здоровье отдельно. Давайте попробуем еще, значит, разобрать. Если это деньги и карьера, то в целом здесь опять-таки традиционные какие-то учреждения. То есть это какие-то государственные структуры могут быть, да, то есть что-то, что уже существует, и что-то, что имеет свою иерархию устоявшуюся, то есть есть начальство, есть подчиненные, то есть это какая-то такая вот структура, где есть как иерофант, кто-то как начальник, кто-то вышестоящий. Также можно здесь говорить о том, что здесь кто-то вам может передавать свой опыт, свои знания, когда вы приходите на новую работу, а вам кто-то рассказывает, как лучше выполнять эту работу, как, возможно, лучше
качественнее ее выполнить, как лучше ее сделать, да, для того, чтобы, может быть, быстрее вас научить, быстрее передать свои знания, может быть, как будто бы передать бразды правления или свои должности вам, соответственно. И также здесь в целом можно говорить о том, что здесь лучше не рисковать, то есть здесь лучше не доверяться каким-то авантюрам, то есть нужно действовать опять-таки исходя из моральных убеждений, каких-то правильных ценностей, правильных установок ваших в любых вопросах, финансовых в том числе. Если мы говорим о медицине, если, не дай бог, возникают какие-то вопросы со здоровьем, то иерофант — это как раз вот тот человек, который говорит о том, что вам нужно обращаться за советом именно к традиционной медицине. То есть опять-таки именно традиционно, общепринято, то, что проверено, проверенные методы лечения, то есть это какие-то опытные врачи, это какое-то комплексное обследование на сертифицированных каких-то, да, аппаратах, или какие-то анализы вы проходить можете, обследования, которые имеют свою сертификацию, то есть они имеют какой-то гарант. Также здесь в целом идет, ну, знаете, как речь о том, что нужно соблюдать назначенное лечение, режим лечения, то есть опять-таки следовать правилам. Правила, да, иерофант — это правила. Можно говорить о том, что да, хороши бы, могли бы быть вам какие-то медитации или там посвящение священных мест, посещения, да, может быть, потому что все-таки иерофант — это религиозная такая, или религиозная карта, или такая фигура в старших арканах. Но и также, да, здесь еще можно говорить о том, что опять-таки традиция общепринятая, принятая, а какой-то как привычный режим, который вы должны здесь для себя принять. То есть установление здоровых привычек, установление режима дня. Вот это то, что вам здесь можно начинать делать, если вы этого не делаете. Допустим, правильно питаться начать, или начать регулярно физические упражнения, дисциплину какую-то ввести, там, не знаю, вовремя ложиться спать, то есть что-то вот в таком духе. В целом очень-очень хорошая карта, очень такая замечательная карта, очень спокойная, умиротворенная. Мне очень нравится, да. Единственное, что она может говорить о том, что вам нужно быть осторожнее с какими-то своими внутренними конфликтами в этот период. То есть если вы в чем-то сомневаетесь, во что должны верить, то лучше отбрасывать все сомнения. Если вы хотите в чем-то злоупотреблять своей властью, если вы занимаете какую-то важную позицию на верхушке, да, или вы выступаете в роли такого иерофанта, то, соответственно, тоже это плохо, да, злоупотреблять здесь своей властью или чрезмерно контролировать кого-то, или чрезмерно контролировать что-то, что происходит в вашей жизни. Ну да, и как-то, наверное, вот да, хорошо традиция это правильно, но жесткие убеждения и какой-то такой вот фанатизм, он все-таки был бы здесь, наверное, неправилен, да, то есть нужно все-таки быть осторожнее здесь с этим. Давайте посмотрим следующую карту, это уже начало лета, это месяц июнь, давайте посмотрим. Опа, и пятерка мечей здесь выскочила. И вот пятерка мечей здесь, она показывает такого человека, который берется за голову, у которого голова болит от каких-то, возможно, неприятностей, возможно, каких-то проблем, сложностей, с которыми вам приходится здесь сталкиваться, к сожалению, да, то есть это пятерка мечей здесь, она очень явно так показывает этого человека, который, ну, да, расстроен, потому что здесь, может быть, какой-то конфликт возникает или какая-то неприятная история для вас, где ну, вы, возможно, сталкиваетесь с тем, что вы, знаете, сталкиваетесь с какой-то проблемой, которая нарушает привычное или нарушает ваше равновесие, приносит какой-то хаос в вашу жизнь. Возможно, здесь будет речь идти о том, что, ну, вот как будто могут быть у кого-то конфликты в каких-то вопросах с другими людьми, когда вы захотите победы любой ценой. Может быть, или будут люди думать, что вы хотите победы любой ценой, и вас не беспокоит мнение окружающих людей или какие-то последствия, которые на них могут, соответственно, наложиться. То есть вы здесь можете открыто
конфликтовать с кем-то, активно противостоять чему-то. Возможно, вы здесь будете какие-то сомнительные методы использовать для своей победы или для своего успеха, а также, возможно, заплатите слишком высокую цену за свой успех, за свой результат. Возможно, это тоже как-то на вас очень негативно отразится, потому что вы об этом можете пожалеть. Также, может быть, у вас происходит здесь какое-то предательство. Кто-то предает, как удар в спину делает. Или здесь, возможно, будет ситуация, где вы с кем-то поссорились, и из-за этого наступил конец вашим отношениям или вашей дружбы. Может быть, такой момент тоже. В целом, если мы говорим про отношения, про любовь, то здесь могут быть какие-то токсичные отношения или разочарования в отношениях, ситуация, где один доминирует над другим, где один другому постоянно что-то высказывает, какие-то свои непринятия чего-то, да, или какие-то свои претензии, может быть, это манипулятор, может быть, это какой-то абьюзер, да, какие-то абьюзивные отношения. Возможно, здесь какой-то острый конфликт возникает, и могут возникать такие словесные баталии, которые оставляют потом глубокие раны, потому что это как потом остается в голове какие-то слова сказанные, которые больно ранят, которые остаются навсегда, как шрам на сердце. Также здесь может быть и какая-то, знаете, если ситуация с работой связанная, то, возможно, конкуренция на работе, какие-то корпоративные войны, когда вы начинаете выяснять отношения с коллегами, возможно, вы здесь потери какие-то проживаете, не дай бог. Может быть так, может быть здесь у вас из-за того, что вы в чем-то побеждаете, наживаете себе врагов или каких-то недоброжелателей, которые вам в этом плане завидуют, что вы чего-то достигли, да, но при этом потеряли там, допустим, каких-то своих коллег или товарищей или друзей. Также здесь могут быть рискованные схемы финансовые, о которых вы можете пожалеть, или какие-то махинации, в которые лучше не влазить. Может быть, вы выигрываете за счет чужой потери, то есть как говорится, да, на чужом несчастье счастье не построишь, вот это приблизительно об этом. То есть если деньги какие-то вы здесь заработать можете нечестным путем, то они, скорее всего, счастья не принесут. Здесь также можно и говорить о том, что если мы, допустим, говорим о здоровье, то здесь может быть стресс, какие-то головные боли, какие-то переживания, конфликты, может быть даже психосоматические заболевания, когда возникают какие-то органические, казалось бы, проблемы, которые на самом деле возникают из-за ваших негативных мыслей, ваших стрессов, может быть, невроза какого-то, да. То есть вы постоянно здесь можете находиться в состоянии такого напряжения. Также здесь можно говорить о том, что если вы проходите лечение, то здесь могут быть какие-то побочные эффекты или какой-то конфликт с медперсоналом, или конфликт с вашим лечащим врачом, несогласие со схемой лечения, когда вы можете как будто бы быть против того, что вам советуют или рекомендуют. То есть вы как будто все-таки сражаетесь с окружающими, вот в таком состоянии войны находитесь. И неважно, чего это касается, работы или отношений, в любом случае такой конфликт здесь у вас может быть. И, знаете, это ситуация такого доминирования над другими или какой-то конкуренции с ними, или какого-то конфликта с ними. То есть, неприятная на самом деле карта. Надеюсь, у вас хорошо пройдет месяц июнь. Не для всех расклад будет одинаково отыгрываться, но тем не менее, в июне такая у вас карта здесь выпадает. Давайте посмотрим дальше. На месяц июль, середина лета у вас выпадает карта Пажа кубков. Карта, которая здесь так интересно изображена, потому что она показывает такие свисающие здесь ножки, как возможность, за которую можно ухватиться. Да? То есть он смотрит наверх, на эти ножки, которых здесь у него как будто бы как продолжение картинки, да, это какая-то цикличность, это возможность схватиться за этот шанс, который вам здесь дается, и который, собственно, вы можете увидеть, этот паж кубков. Да, у кого-то он может говорить и про какое-то важное общение, касающееся, допустим, водного знака зодиака, то есть это раки, рыбы или скорпионы, да, действительно, может быть, водная стихия, которая будет иметь большое для вас здесь значение. Но и в целом этот паж кубков, он, знаете, как будто говорит в основном, я бы сказала, да, что это какое-то начало романтических отношений, допустим, или какое-то хорошее предложение, которое всколыхнет ваши чувства, ваши эмоции. Это какие-то
известия приятные, это какие-то хорошие новости, это может быть какие-то ваши фантазии или какие-то мечтания, может быть романтические мечты, вот он так смотрит наверх мечтательно. Это может быть развитие эмоционального вашего интеллекта благодаря там, изучению искусства, допустим. Это может быть проявление эмпатии, сочувствия, да, сопереживания и умение чувствовать в целом других людей, которые вы здесь особенно тонко проявляете. А здесь могут у кого-то возникать творческие идеи. Я уже говорила, что может быть изучение искусства, но и вы можете в целом здесь как будто быть вдохновлены творчеством. У вас здесь очень хорошо может работать интуиция также. То есть очень хорошая на самом деле карта, особенно, как я уже говорила, в отношениях. То есть в отношениях это начало романтических чувств, это для кого-то какая-то важная встреча, любовь, для кого-то обновление эмоций и чувств, если вы находитесь в отношениях уже существующих. В целом это романтическое предложение. В других колодах она изображена, эта карта, в виде такого или девушки, да, или мужчины, который держит кубок, из него выскакивает рыбка, которая вот как будто предлагает ему исполнить его желание. То есть это какие-то хорошие романтические предложения или какие-то послания, или какие-то сообщения, приятные вашему сердцу. Что-то, что вызывает у вас позитивные эмоции и какое-то эмоциональное обновление приносит. Да, если отношения уже есть, то это сохранение романтики в отношениях, умение как-то удивить партнера, опять-таки благодаря каким-то своим таким творческим здесь способностям или хорошему воображению. Если про деньги речь, несмотря на то, что это вот кубки, такой достаточно такой легкий, да, может быть, несерьезный здесь персонаж изображен, но он показывает творческие возможности. То есть если работа творческая, то вы прям можете здесь очень хорошо какой-то творческий проект толкнуть, вы можете здесь получить какое-то предложение о работе в творческой какой-то сфере. Также вы можете здесь начать чему-то обучаться, что-то такое вот новое для себя узнавать, опять-таки что-то, что вам интересно, что вызывает у вас приятные эмоции и как-то вас вот, да, воодушевляет, вдохновляет. То есть это какая-то, ну, чаще все-таки работа с искусством может быть связана, или дизайн, может быть, да, или фотография, что-то такое очень творческое. Также здесь, ну, знаете, для каких-то финансовых поступлений, скорее всего, речь не идет о каких-то значительных таких вот деньгах здесь. Ну, то есть вряд ли вы здесь будете серьезные решения принимать касаемо финансов, касаемо денег. А если и будете, то нужно быть осторожнее, потому что, ну, вот такой он мечтательный здесь этот паж кубков. В плане здоровья, ну, знаете, здесь больше, наверное, даже не знаю. Ну, для вас важны будут положительные эмоции, и в плане здоровья тоже. То есть вы должны оптимистично смотреть на все, что касается вашего здоровья. Возможно, так. То есть вы можете быть очень чувствительны эмоционально. Вы должны будете беречь свои эмоции, стараться больше позитивных эмоций здесь проживать, чтобы не скатиться в какой-то негатив. Здесь, возможно, вам нужно будет, не знаю, даже походить к психологу или просто вот заняться тоже какой-то или медитацией, или какой-нибудь арт-терапией, или чем-то таким вот очень-очень творческим, что может привести к эмоциональному обновлению или к возможности выговориться человеку, который вас выслушает, который вас поймет, который вас поддержит, может быть, что-то посоветует, может быть, подскажет вам что-то, да, в таком состоянии, вот, ну, таком неопределенном немножечко. Давайте посмотрим дальше. Следующий месяц, месяц август для водолеев. Здесь карта правосудия. Надо же, такая карта справедливости, карта правосудия, карта весов. И для кого-то из вас может она говорить и правда про общение с человеком знака весы, потому что эта карта именно им соответствует в старших арканах. Но в целом, вот если брать карту правосудия и в общем значении ее рассматривать, то карта справедливости или карта правосудия, она говорит о том, что в августе месяце вы захотите в целом добиться какой-то истинной справедливости в важных для вас вопросах, где вы будете доказывать свою правоту, да, отстаивать какую-то правду, будете честны с окружающими, честны, когда вы будете очень объективны, когда вы будете беспристрастны, будете хотеть, чтобы все происходило по закону, то есть так, как вот прописано, да, скажем, или там
что у вас Конституция, да, какой у вас главный закон, собственно, да, в стране. То есть, возможно, вам здесь нужно будет решить какие-то свои правовые вопросы или какие-то документы официальные оформлять, может быть, какие-то контракты подписывать или какие-то договора. Возможно, здесь вам нужно будет быть ответственными в том, что вы делаете и в работе с другими людьми, и в своей работе в целом. То есть, может быть, какие-то отчеты там писать, да, может быть, подавать какие-то отчеты, потому что вы понимаете, что ваши действия здесь имеют очень серьезные последствия. И также вы здесь, если принимаете какое-то решение, то делаете, скорее всего, очень обдуманным, взвешенным. Вот почему она здесь с весами. Вы хорошо взвешиваете, действительно очень четко оцениваете ситуацию перед принятием решений. Причем здесь, может быть, какая-то даже кармическая справедливость у вас, ситуация кармическая, которая у вас отыгрывается в этом месяце, когда причина имеет следствие, и вы об этом понимаете и знаете, что здесь ваши поступки, соответственно, вы очень хорошо должны взвешивать перед тем, как что-то сделать. Здесь можно говорить о том, что вы, знаете, как будто вы можете хотеть еще большего баланса в своей жизни, большего равновесия, может быть, большего спокойствия, чтобы не было какого-то хаоса или раскачивания этих чаш весов. И если мы говорим о отношениях, в которых вы находитесь, то здесь можно говорить о том, что вы хотите честных, сбалансированных отношений, которые будут основаны на взаимном уважении, на равенстве. Это такие отношения, которые показывают, что каждая сторона, она как будто вносит одинаковый вклад в эти отношения. Для тех, кто в паре, также это может означать еще и необходимость восстановления баланса в отношениях, когда нужно решить какие-то имеющиеся конфликты, честно что-то обсудить какие-то вопросы, которые у вас наболели, и решить их, да, разобраться с ними. Также, может быть, и официально оформить отношения, возможно, по карте правосудия. Может быть, у кого-то здесь принятие решения о браке есть, а здесь по карте правосудия сама церемония, да, может быть, то есть официальное оформление отношений, подписание каких-то совместных документов, да и в целом подписание документов, которые могут касаться брака, не знаю, какие-нибудь там брачные контракты или договора, то есть что-то такое, вот какая-то покупка совместная недвижимости или чего-то, что может действительно требовать подписания бумаг. В принципе, если вы одинокий человек, то здесь, возможно, вы как будто можете получить то, что вы заслуживаете. То есть вы можете найти свою вторую половинку, если вы ее заслуживаете, если вы честные, если вы открытые, если вы действительно понимаете, чего вы хотите, да, то есть у вас четкое видение желаемого, то вы можете найти потенциального партнера, который вам будет подходить. Замечательная просто карта может быть для отношений, так что вполне бы, почему бы и нет, да. А если мы говорим про работу, про карьеру, то здесь, опять-таки, да, возможно, вы здесь оценены по достоинству, возможно, здесь вас повышают или получаете какую-то премию, если вы действовали правильно, если вы честно выполняли свою работу, если вы были ответственные, такие очень, да, очень серьезные в выполнении своих обязательств. Это может быть очень благоприятный месяц также и для решения каких-то правовых вопросов, судебных дел, может быть, официальных переговоров, которые вы здесь ведете. И в целом здесь вот все переговоры честные, прозрачные, все вопросы финансовые тоже прозрачные, скорее всего. То есть здесь все должно быть очень и очень справедливо, потому что если вы будете честны и справедливы и к себе, и к окружающим, то и карма, да, будет в вашу пользу. То есть вы будете здесь тоже получать все по справедливости. Если мы говорим о здоровье, то здесь нужно сбалансированное какое-то отношение к себе, к своему самочувствию. То есть, опять-таки, причина следствия. Если вы правильный образ жизни ведете, то, соответственно, получаете и хорошее самочувствие. Возможно, вам здесь нужно будет внести какие-то коррективы в свой образ жизни, если у вас есть определенный дисбаланс, да, в вашем состоянии здоровья. Возможно, вам нужно найти больший баланс между работой и отдыхом, взять отпуск. Может быть, вам нужно чередовать как-то работу и отдых, чтобы просто давать себе возможность перезарядиться немножечко, подзарядиться в этом отдыхе.
Также здесь, если вам нужно получить какое-то там медицинское какое-то заключение, то здесь вы, скорее всего, можете получить правильное заключение, то есть опять-таки честное, правильное, справедливое. Так, по карте правосудия. Ну, то есть в целом карта сама по себе неплохая, больше, конечно, наверное, для работы, для каких-то документов, но в целом очень-очень неплохая карта. Итак, давайте посмотрим дальше. Дальше начало осени, Водолей, дальше идет месяц сентябрь, и он такой у вас здесь плодородный, да, карта девятка пентаклей, результативный. Девятка пентаклей показывает здесь девушку, которая собирает монетки с этого дерева как урожай, как успех от завершенной своей работы и вложенных каких-то усилий. В целом, да, пентакли еще и в осень, да, еще и девятка пентаклей, кстати, она соответствует девам, да, то есть это карта, которая показывает, что вы, водолеи, здесь можете по этой девятке пентаклей радоваться каким-то вашим результатам, вашим трудам, может быть, которые принесли хороший результат. Она показывает о том, что вы здесь финансово независимы, что вы можете быть самодостаточными, уверенными в себе, в своем завтрашнем дне. Вы, в принципе, знаете, находитесь в таком материальном благополучии, комфортно себя чувствуете. Вы можете здесь получить вознаграждение за вашу работу, может быть, какую-то хорошую выплату, какую-то премию хорошую, получить какое-то удовольствие от того, что вы можете себя баловать какими-то приобретениями, покупками. Может быть, вы здесь что-то такое меняете в своем стиле, в своем имидже, благодаря вашему хорошему вкусу, как-то подчеркиваете свою элегантность, галантность, может быть, свой стиль. Также вы здесь в целом как будто бы и вызываете у окружающих уважение, собственно, да, потому что вот вы имеете этот результат, это результат ваших трудов, и люди это знают, люди это понимают. А в отношениях здесь в целом можно сказать, что, ну, если это отношения, то это человек, с которым вам действительно комфортно, это человек, который финансово независим от вас, и вы тоже финансово, скорее всего, независимы. Это может быть ситуация, где человек соответствует вам по статусу, по назначению, по, не знаю, там, по уровню интеллекта и всего прочего, да, по достатку. Если мы говорим, что, допустим, водолеи здесь одинокие, да, то здесь может быть даже ситуация, где вы наслаждаетесь одиночеством, где вы не требуете какой-то пары, где вы сами с собой счастливы, где вы очень высокие стандарты вы устанавливаете в поиске партнера, поэтому, может, просто его не находите, потому что вам и так хорошо, и, ну, то есть вы хотите либо звездочку с неба, либо ничего, да, то есть какие-то очень высокие здесь могут быть стандарты. Если вы в паре, то, скорее всего, это тот стандарт, который вас устраивает, то есть это что-то действительно очень для вас, ну, такое подходящее, скажем, поэтому вы в этой паре находитесь. Если про работу, то да, действительно, я уже говорила, что это финансовый успех, это какое-то признание окружающими ваших заслуг, ваших профессиональных заслуг, вашей работы. Это в целом материальный достаток. Это в целом достаток, когда вы себе можете позволить роскошь, когда вы себе можете что-то такое, не знаю, покупать здесь, что вы хотели давно, на что вы копили, допустим. Также здесь может быть и какая-то более высокая должность с повышением зарплаты, возможно, так. Возможно, вы здесь самостоятельно как-то работаете и имеете собственный бизнес, но он достаточно успешный. Может быть, что-то такое начинаете здесь делать и получаете тоже успешные результаты уже. Ну, хорошая карта для работы однозначно, да и для здоровья в целом это хорошее самочувствие, это умение о себе заботиться, это возможность себе позволять, если необходимо какое-то качественное медицинское обслуживание, это умение здесь как-то правильно поддерживать, да, свое здоровье. Это в целом возможность здесь хорошо питаться, это возможность здесь какую-то такую, знаете, ситуацию достигать, когда, вот знаете, у вас гармония такая между телом, между разумом. То есть, ну вот, ощущение, опять-таки, благополучия. Ощущение благополучия есть.
Хорошая карта, карта девятка пентаклей. Давайте посмотрим дальше. Карта, которая у вас в Водолее будет на октябрь, вообще супер. Карта материнства, карта фертильности, карта рождения детей, у кого-то возможности по императрице забеременеть, у кого-то возможность здесь посвятить больше внимания, времени своей семье, возможно, да, карта императрица. Здесь, ну да, в целом можно говорить о том, что по карте императрица, она здесь показана беременной, поэтому это первая мысль, которая возникла, собственно, почему я о ней сказала, о материнстве, о плодородии, да, но в целом она говорит о женственности, она говорит о том, что вы принимаете, если вы женщина, принимаете свою женскую природу, вы здесь очень хорошей интуицией обладаете, вы здесь очень хорошими такими вот качествами умеете своими женскими как-то управлять и влиять этим на других людей. Можно говорить о том, что вы очень эстетичны, в гармонии с собой, очень чувственные, очень красивы. И духовно, и внешне вы здесь можете находиться в состоянии изобилия, материального изобилия также, потому что императрица — это все, что связано с ростом, с развитием, с процветанием, да, и финансовым процветанием тоже. И если мы говорим про семью, если у вас есть дети, то это материнство и забота о детях, воспитание детей, защита этих детей. И, может быть, возможность чему-то их научить здесь. То есть какая-то очень большая, тесная такая связь именно с вашей семьей, с вашими детьми, желание больше времени проводить со своими детьми. Возможно, если мы о работе, о творчестве, то здесь можно родить как будто новую идею или новый проект, новые какие-то здесь возможности появляться могут касаемо проектов, касаемо работы. То есть в целом она приносит, эта императрица, успех и процветание, потому что здесь ваши усилия приносят плоды. Эта карта, она такая очень хорошая, особенно для творческих профессий, для бизнеса, который связан и с красотой, и с модой, с дизайном, то есть с чем-то таким очень женственным. Да и в целом все, что касается роста, прогресса, роста, развития любого предпринимательства в принципе. Также это хорошее время для инвестиций в недвижимость, то, что строится, то, что растет, то, что развивается, может быть, в землю или в сельское хозяйство, то есть какие-то инвестиции в то, что будет потом давать результат, давать какие-то плоды, то есть какой-то долгосрочный рост иметь. В целом это карта стабильности и карта достатка. Да, вы можете здесь получать по этой карте какие-то и подарки, и бонусы, и вы здесь можете позволить себе комфорт и позволить себе красивые вещи как раз благодаря этим бонусам и подаркам. То есть карта хорошая. Дальше идет, собственно, да, у нас или нет. Я перепутала местами, наверное, работу и любовь. Но давайте про любовь, потому что все вперемешку, когда мы говорим про императрицу, она сама по себе любовь, да. То есть она про глубокие чувства, про чувственную любовь, чувственные отношения, где в паре, если вы в паре находитесь, вы заботитесь друг о друге, вы создаете эту атмосферу уюта и безопасности. Вы здесь в целом как будто бы имеете очень хороший, да, уже период для зачатия ребенка или перехода отношений на новый уровень, когда вы, может быть, хотите второго ребенка завести, ну не знаю, то есть что-то такое, или готовы создать семью, готовы строить совместное будущее. Если вы одинокий человек, то да, может быть, вы здесь встречаете человека, с которым вы сможете построить такие стабильные долгосрочные отношения, человека, который будет ценить домашний уют, который будет хотеть возвращаться домой, где его ждут с ужином, где его ждут дети, где его ждет жена, либо если вы женщина, где вы сможете проявить себя на полную вот именно в таком своем женском качестве, в женской ипостаси. То есть вы готовы здесь любить, вы открыты любви, и вы не боитесь показать свою нежность, свою уязвимость в этом вопросе. Если мы говорим, допустим, о здоровье, то опять-таки это то, что касается благоприятного периода для беременности, для легких родов, если уже беременны. Возможно, о том, что нужно заботиться в принципе, своем теле, правильно питаться, то есть, опять-таки, все, что связано с долгосрочной перспективой. Это очень позитивная карта, потому что она показывает в целом крепкое здоровье. Она показывает возможность восстанавливаться хорошо. Да,
да, восстанавливаться, вот как женщина после беременности, то есть возможность взять на себя большую нагрузку, а потом восстановиться после нее, то есть возможность восстановиться после любых даже каких-то сложных ситуаций со здоровьем. Возможно, вам здесь нужно больше проводить времени на природе, потому что императрица — это мать природы. Больше времени контактировать с природой, не знаю, прогулки какие-то на свежем воздухе, чтобы были, больше заниматься садом, огородом, если для вас это интересно. То есть что-то вот такое вот делать здесь будет вам на пользу и на пользу вашему здоровью и вашему ментальному здоровью, да, вашему ментальному состоянию. Очень-очень хорошая, собственно, да, у вас карта, потрясающая карта. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта у вас на ноябрь, Водолей. Давайте посмотрим. И тут 4 мечей. Такая немножечко как приостановочка и необходимость разобраться в себе, покопаться в своих мыслях, может быть, 4 мечей. Ну, вы знаете, как такой период небольшого застоя и небольшой паузы, в которой вы можете здесь впасть. Да, 4 мечей, она первое, что она дает нам в нашем понимании, да, когда видим такую карту, это вот она как будто либо отдыхает, либо восстанавливает силы после какой-то тяжелой работы или после какой-то нагрузки, может быть, просто хочет отдохнуть. Возможно, здесь это период спокойствия, такой ментальной тишины, когда хочется просто побыть один на один с собой, со своими мыслями и набраться сил перед новым этапом. Возможно, здесь нужно будет погрузиться в себя, больше разобраться в себе, в своих мыслях, в своем отношении к кому-то или к чему-то. И здесь может быть в отношениях период, когда вам нужно поразмышлять, когда вам нужно будет восстановиться после чего-то сложного, возможно. Возможно, вам здесь нужно будет какой-то спокойный просто период прожить, без каких-то драм, без каких-то серьезных потрясений, то есть просто в спокойствии, в тишине, вот в таком вот уединении. Да, в уединении. Если про работу здесь говорить, то здесь скорее тоже как период затишья, когда хочется взять такой перерыв от стресса, от какой-то тяжелой работы, когда вам не нужно здесь принимать каких-то серьезных решений, лучше дать себе время подумать, успокоиться, отдохнуть, дать себе время перед какими-то серьезными рывками, возможно, или серьезными шагами дальнейшими в вашей жизни. Для здоровья это может быть период восстановления, когда вы просто должны полежать, должны больше отдохнуть. Возможно, больше вам нужно покоя или больше какого-то такого исцеления. Да? Возможно, после какого-то стресса нужно, или в ноябре происходит какая-то стрессовая ситуация, и вам нужно будет остановиться и успокоиться, просто не торопить себя и не игнорировать какие-то свои потребности здесь. То есть если нужно отдохнуть, если нужно больше спать, нужно взять какой-то, может, отпуск даже в ноябре, то вы его можете взять. Это абсолютно не должно как-то вызывать у вас угрызение совести. Да? Давайте посмотрим дальше. Последняя карта, собственно, на месяц декабрь, финальная карта, карта 6 кубков. Но тоже хорошая карта, вы знаете, карта семьи, карта уюта, карта общения с семьей, с близкими. Это в целом очень такая теплая карта, которая показывает ваше желание больше проводить времени со своими близкими. Это карта, которая показывает, что вы хотите как-то улучшить то, что у вас дома, может быть, какой-то создать уют, теплоту в вашем доме, укрепить семейные связи, традиции, которые у вас ценны, да, важны. Здесь можно говорить о том, что вы воссоединяетесь со старыми приятелями, друзьями, к вам кто-то возвращается или вы куда-то возвращаетесь. Вы можете здесь понимать, что есть какой-то важный у вас опыт из прошлого нажитый, вы можете ностальгировать о том, что было раньше у вас, какие-то приятные воспоминания вас здесь могут одолевать. Вы можете также и тосковать по прошлому, о том, что раньше было лучше, может быть, в каких-то вопросах, допустим, в детстве было беззаботно, легко, а сейчас нужно решать какие-то вопросы. Также здесь вы можете и подарки получать, потому что это карта каких-то встреч с близкими, с друзьями, которые вам как родные, или с родственниками, которые
которые, да, могут вас, да, баловать подарками, то есть быть щедрыми в отношении к вам, ну и вы к ним, собственно, да, можете тоже проявлять такую щедрость. И также, собственно, да, можно говорить еще и о... Если мы, допустим, говорим про отношения, про любовь, то здесь может быть романтическая ностальгия, когда вы вспоминаете начало своих отношений. Возможно, здесь идет речь, допустим, о восстановлении с каким-то бывшим партнером. Если кто-то от вас уходил, с кем-то расставались, возможно, этот человек снова возвращается. Это как встреча с человеком из прошлого. Также здесь может быть возвращение куда-то, где вы ранее были. Может быть, вы там встречаете своего старого школьного приятеля и человека, которого вы любили, может быть, да, это какая-то была платоническая любовь. Вы вспомнили эти чувства, и они вспыхнули с новой силой уже в более старшем возрасте. То есть что-то опять-таки связанное с ностальгией, приятными воспоминаниями. Также вы, ну, как детская любовь, да, которую вы встречаете. А также, если вы здесь одинокие, вы встречаете нового человека, то может появиться ощущение, что вы его как будто давно знаете. То есть вот настолько он вам кажется близким, родным, да, и вы его настолько хорошо понимаете. В целом, если говорить про работу, карта не совсем такая рабочая, но она показывает, что вы можете начать сотрудничать с людьми из прошлого. Или вернуться там, не знаю, в свой родной город и пойти там на работу. Или работать с детьми, к примеру. Или работать там, не знаю, в сфере образования, допустим, чему-то учить детей, подростков, неважно. Или заниматься какой-то работой, которая связана с воспоминаниями, с чем-то из прошлого, какой-то ностальгии. То есть это работа с антикварными вещами или работа в музее, да, то есть это что-то вот такое, опять возвращающее в прошлое. Если мы говорим о финансах, то здесь может быть получение наследства, может быть какая-то поддержка финансовая от родственников, когда вы от них получаете щедрые подарки или какую-то помощь. Хоть это и не шестерка пентаклей, а шестерка кубков, но она больше эмоциональная, а не финансовая, но она тоже может показывать такого рода успех здесь. В целом здесь, ну, знаете, как, может быть, вам в работе помогает какой-то опыт из прошлого. То есть опыт предыдущей работы помогает вам в новой работе, к примеру. И опять-таки это может как-то позитивно сказываться на вашей карьере, на вашем заработке. Если мы говорим о здоровье, то здесь есть как будто бы необходимость вернуться к каким-то ну, знаете, как методом лечения, которые были раньше, как в детстве горчичники ставили. То есть вот что-то такое простое, что-то такое природное, да, может быть, что здесь потребуется для поддержания вашего здоровья. Возможно, здесь вам нужно будет восстановить свои связи с семьей, с родственниками, если речь идет о ментальном здоровье. Может быть, они вас как-то должны будут поддержать ментально, духовно. Здесь также, если мы говорим о детях, то, возможно, здесь вы думаете о детях или заботитесь о детях, потому что это как ваша семейная медицинская история, это возможность передать не наследие свое, да, а вот как будто бы продолжить свой род. То есть это для вас может быть здесь важна такая связь поколений. И это, да, может тоже иметь значение для вашего здоровья. То есть, может быть, какие-то вопросы репродуктивного плана, касающиеся вашего здоровья. И, ну, в целом карта достаточно хорошая, да, карта очень такая позитивная, она у вас выпадает еще и, ну, на конец года, когда, правда, праздники, когда вот этот идет, как его назвать, сочельник, нет, наверное, да, наверное, сочельник. В общем, вот это предновогодняя суета, когда вы выбираете подарки, когда вы планируете встречу с родственниками, кто к кому приедет, когда приедете с внуками или с детьми, или встретитесь как-то, ну вот так, то есть обсуждения какие-то вот этих вопросов идут, и вы здесь действительно вот этими вопросами и заняты здесь, то есть больше эмоций, больше чувств. Итак, дорогие мои водолеи, на этом сегодняшний таро-прогноз на год 2026 мы завершаем. Простите, если он получился немножечко затянутым, потому что я так вначале старалась пробежаться очень-очень быстро по вот этим вот основным первым
картам, да, хотя они такие замечательные, они такие хорошие на самом деле. И это колесо фортуны в самом начале, оно просто потрясающее, потому что, ну вот, да, ну не каждому оно выпадает, а у вас оно выпадает еще и в январе и показывает какие-то важные поворотные моменты, может быть, какие-то важные удачные события для вас и, ну, какой-то очень важный переходный период или в отношениях, или в удачных каких-то профессиональных здесь свершениях. То есть, ну, может быть, даже какое-то как неожиданное улучшение, которое у вас здесь появляется. И в целом очень позитивный знак. И потом дальше эти старшие арканы тоже очень хорошие. Но как-то на них я меньше останавливалась. И потом вот, собственно, вот здесь уже начали мы более детально разбирать. Затянулся наш расклад. Надеюсь, вы не против. Можете написать в своих комментариях, насколько вам такой расклад нравится, насколько он вам подходит. Пишите комментарии, оставляйте свои лайки, если вам видео нравится. Можете поделиться с знакомыми водолеями этим раскладом, если считаете, что им такое видео подойдет. В любом случае, очень и очень буду вам признательна. Берегите себя, берегите своих близких и любимых. До скорого!